Здоровенькі були. Кадры было-стало, которые вы видите на экране, реальность, с разницей в плюс-минус 10 лет. Это Польша, страна, которая развивается с большой скоростью. Постоянные зрители знают, что я на этом канале моделирую реальность, показываю, как выглядели бы разные города и страны, если бы пошли или если пойдут другим путем. Но этот проект посвящен реальности. Польша удивляет своими темпами роста и образцовым отношением к архитектуре сейчас. И потому я решил сравнить города 10 лет назад и сейчас, используя Google панорамы. Поначалу в планах было в текстовой части видео рассказать о том, почему Польша так развивается, прояснить этот вопрос и рассказать вам. Но по мере работы над визуалом я был настолько поражен городами Польши, тем контрастом, что решил изменить концепцию. И вместо сухих фактов и политики просто лампово общаться с вами и обсуждать некоторые локации, пока вы, я надеюсь, насолоджуєтесь переглядом. Хочу обратить ваше внимание на эту локацию. Мы видим большую бело-серую бетонную многоэтажку, и насколько она на контрасте ужасающе смотрится среди современных небоскребов и портит вид этого района. Конечно, сейчас Польша больше не строит подобные коробки. В жилых районах дома делают малоэтажными, а если строят бизнес-центр, то делают его со стеклянной облицовкой. К сожалению, например, у нас в Украине и в некоторых других странах никак не придут к этому пониманию. Строят огромные бетонные или кирпичные коробки. А вот как заменили многоэтажку советских времен современным небоскребом. Новое здание имеет все те же прямоугольные формы, словно блоки, уложенные друг на друга, но за счет стекла, а точнее за счет отражения неба на стекле, здание выглядит легким и невесомым, и не воспринимается как просто какая-то глыба. А вот одна из самых впечатляющих лично для меня локаций. И я не про стеклянное здание, а о трамвайной остановке. У меня остановка ассоциируется просто с неким павильоном, который несет понятную функцию без эстетической составляющей. И как же круто, когда остановки делают произведением искусства. Это показатель уважения к гражданам. С таким подходом в общественном транспорте ты едешь не как человек, который не может позволить себе собственный транспорт или такси, а как гражданин современной развитой страны, где к тебе соответствующие отношения. Тоже относится и к старым жилым домам. Жители постсоветских стран в большинстве не задумываются о том, что наши города выглядят как-то не так. Хотя ведь архитектура тоже оказывает влияние. Нашим людям, к сожалению, от правительства достаточно реконструкции парков и скверов, а эти хрущевки в ужасном состоянии всех устраивают, но не поляков, что мы и видим на примере жилых домов, похожих на наши хрущевки, но при этом ухоженные и с подправленным дизайном облицовки. А вот, кстати, пример жилых новостроев в Польше. Как видите, поляки не строят жилые миллионэтажные дома, а строят кварталы из уютных малоэтажек, потому что такое жилье уютнее и намного красивее, чем многоэтажные коробки. Конечно же, не могу не обратить внимание на аспект ухода за исторической архитектурой. С этим у поляков все тоже очень прилично. Для современного государства ремонт фасада старинного здания – это не событие, это норма.
А вот набережная с современными низкими домами, имитирующими старинную застройку. Почему-то на ум приходит слово «трансформеры». Эти дома с силуэтами и сочетанием цветов напоминают старинные постройки, которыми обычно застраивали центральные площади, но сделанные из современных материалов. И почему бы и нет, выглядит очень интересно и аутентично. Немного отвлечемся, хочу рассказать вам про свой журнал «Ненька», про творчество украинцев и архитектуру Украины. В данный момент, естественно, все эти темы являются частью темы войны. Журнал благотворительный, вырученные средства с продаж тратятся на волонтерские нужды. Печатается на 3 языках – украинский, английский и польский. Кто хочет приобрести, пишите в мои соцсети или на почту. В инстаграме более подробная информация про журнал. Ну и, кстати, видеть ваши подписки как в инстаграме, так и особенно на ютубе буду очень рад. Так вот, что я увидел, сравнивая города Польши 2012 и 2022 года. Увидел пример для всех постсоветских стран, увидел вдохновение и надежду, что и моя страна после войны будет стремиться к таким же изменениям, к такому же подходу. Ну и вы сами все видели, можете высказаться в комментариях. На этом я буду передавать слово своему коллеге, который расскажет про базу экономического чуда Польши. Да, я вначале говорил, что не будем затрагивать данную тему, но считайте, что это неожиданный поворот сюжета. Досматривайте видео до конца, а от меня традиционное «Нехай щастить». Польша – одна из ведущих экономик Евросоюза, которая на протяжении многих лет демонстрирует стабильно высокий рост ВВП. Польская экономика является ярчайшим примером экономического чуда в Европе последних десятилетий. Сейчас страна развивается просто семимильными темпами. Повсюду строятся новые объекты инфраструктуры и реконструируются старые объекты. Варшава застраивается небоскребами. Крупные мировые бренды размещают в этой стране свои производства. Сложно поверить в то, что 30 лет назад Польша считалась одной из беднейших стран Европы. Еще во время СССР Польская Народная Республика считалась одной из беднейших стран социалистического лагеря. После выхода из соцлагеря в Польше провели ряд реформ, разрешили частное предпринимательство и провели так называемую шоковую терапию. Закрыли все убыточные и нерентабельные предприятия в стране. Падение ВВП в первые 2 года составило 17%. Миллионы людей оказались безработными и были вынуждены ехать в страны Западной Европы на заработки. Появился даже термин «польские сантехники». В 90-е в польских магазинах были пустые полки, а оплата труда была настолько низкой. Многие поляки ехали в Украину, чтобы купить товары и подзаработать денег. В целом, миллионы польских зарабичан в Западной Европе ежегодно пересылали миллиарды долларов своим семьям в Польшу. И это способствовало росту экономики. Важными достижениями польского правительства была борьба с коррупцией и недопущение создания олигархических кланов, наподобие российских или украинских. Успешные реформы сподвигли ведущие европейские страны вкладывать в польскую экономику сотни миллиардов долларов на безвозвратной основе. А низкооплачиваемый рынок труда стимулировал крупных мировых производителей открывать свои производства в Польше. Благодаря этому были созданы миллионы рабочих мест, и многим полякам уже не нужно было ехать на заработки в Западную Европу. Напротив, после этого миллионы украинцев стали ехать в Польшу, тем самым дополнительно стимулируя развитие экономики. Таким образом, Польша, которая в начале 1990-х годов была беднейшей страной Европы, в наши дни стала настоящим европейским Китаем.